Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня очень простой и вкусный рецепт. Картофельные лепешки с сыром, без яиц, без муки. Фактически можно сказать, что это такие большие драники с сыром. Для любителей картошки и сыра, конечно, это просто песня, как это вкусно! Посмотрите, какие лепешки получаются замечательные, очень нежные. Вместе с тем сверху поджарилась картошечка. И я сейчас вот разорву лепешечку, посмотрите. Внутри сыр, она горячая, очень вкусная. Разрежу лепешки, какие они хрустящие, вкусные. Внутри сыр. Сверху поджарился картофель. И, конечно, такие картофельные лепешки очень здорово подавать со сметаной. И для рецепта мне понадобится всего лишь картофель. Здесь у меня 4 такие довольно крупные картофельные, я их уже очистила. И примерно 100 граммов сыра. Я использую сыр моцарелла, можно использовать любой твердый сыр. Соль, черный перец будем добавлять по вкусу и также немного растительного масла. И, друзья, хотела показать, какой сыр моцарелла я использую, потому что очень часто в комментариях мне пишут, что моцарелла мягкий сыр. Вот я покупаю вот такой в брикетах сыр моцарелла. Вот он такой твердый. И в первую очередь на мелкой терке я натираю сыр, потому что потом надо очень быстренько все готовить, и сыр натирать нет времени. И сейчас будет происходить все очень быстро. Я поставила разогреваться сковородку. Я использую сковородку диаметром 20 сантиметров. Не надо использовать сковороду с большим диаметром. 20-16 сантиметров как раз отлично подходит. И будет очень легко все перевернуть. Сковородку разогреваем. Наливаю немного растительного масла. Я использую оливковое. Можно использовать любое растительное масло. Можно картофель натирать прямо на сковородку, когда она разогреется. Но мне удобнее все-таки сделать это на доске. Натираю картофель на крупной терке. Примерно на одну лепешку уйдет одна вот такая крупная картофелина. Сковородка разогрелась, и я сразу же тонким слоем выкладываю на сковородку картофель. Не весь. Распределяю. Я не хочу делать слишком толстый слой, чтобы, конечно, драники быстренько прожаривались. Сейчас ложкой хорошенечко утрамбовываю картофель. Можно огонь сделать чуть тише. Теперь сверху картофель я присыпаю сыром. Примерно на одну вот такую лепешку у меня уходит 25 граммов сыра. Картофель сразу я не солю, потому что если вы его посолите, картофель сразу начнет выделять влагу. Сверху сыр закрываю опять картофелем. Снова таки равномерным слоем. И утрамбовываю ложкой. Хорошенечко все прижимаю. Лучше всего закрыть весь слой сыра, чтобы сыр получился как бы запечатанный внутри лепешки. Сильно толстой лепешку не делаем, чтобы она быстрее обжаривалась. И вот на одну эту лепешку у меня ушла как раз одна картофелина. Сейчас, когда лепешку обжариваем с первой стороны, можно ее закрыть крышкой. И таким образом, под закрытой крышкой, готовлю лепешку примерно 2 минуты на среднем огне. Снимаю крышку. И сейчас лепешку надо перевернуть. В принципе, можно это сделать лопаткой. Но мне кажется, намного удобнее это сделать при помощи тарелки. Я просто беру сковородку и снимаю лепешку вот таким образом на тарелку. И сверху тарелку накрываю обратно сковородкой, переворачиваю и отправляю обратно на плиту. Сейчас уже я лепешку сверху крышкой не накрываю. Обжариваю со второй стороны тоже около 2 минут.
Потом я посмотрю, может быть, я еще раз переверну лепешку на другую сторону, чтобы еще больше ее подрумянить. Конечно, выбирайте сами, как вы любите. Более такую прожаренную, чтобы она была более золотистая картошечка, либо менее. Мне, например, очень нравится, когда вот этот картофель, он такой получается более поджаристый. И лепешка такая получается более хрустящая. И вот теперь, когда перевернули лепешку, ее можно посолить. И немного перчу. Конечно, этот рецепт настолько простой. И здесь мы не используем ни муку, ни яйца. Посмотрите, какие эти лепешки получаются классные. Замечательно. Мне кажется, это просто такой идеальный вариант для завтрака. Вот когда со второй стороны лепешка тоже уже обжарилась, можно ее еще раз перевернуть и подрумянить эту сторону чуть больше, если хотите. Сейчас уже лепешка хорошо переворачивается и лопаткой, или можно опять-таки снова воспользоваться тарелкой. Теперь с этой стороны лепешку я тоже немного солю и перчу. Вот лепешка обжарилась, и я ее снимаю на тарелку. Замечательно. И сразу же буду готовить вторую лепешку. Наливаю на сковородку снова немного растительного масла, натираю на терке картофель. Конечно, подавать драники или лепешки надо горячими, тогда они наиболее вкусные. И со сметаной. И я сейчас попробую. Друзья, это, конечно, обалденно вкусно. Хрустящая сверху картошечка, внутри сыр со сметанкой. Ну, вообще, картошка с сыром, представьте, насколько это вкусно. И нет ни муки, ни яиц. И получается вот такая красота. Видите, лепешки прекрасно держат форму. И не надо ничего сюда больше лишнего добавлять. Великолепно. Я всем желаю приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Мне будет очень приятно. И подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!